Что это у нас мама такое делает с утра пораньше? Морковку по-корейски сделаю. Сегодня пригласили в гости друзей. Будем готовить кукси по-корейски и морковку по-корейски. Угу. Понятненько. Будут впервые в жизни пробовать. Может попросить... Ой, простите. Может попросить разрешения снять их на камеру? Впечатление, да? Их? Да. Зрителям было бы интересно. Ну да. Ну, будет вечер, будет... Подумаем, да, будет видео. Да. Морковки не очень немножечко, а так, чтобы приготовить и показать. Да. Не, ну они уже кушали, дважды я готовила уже морковку. Угу. Бияс сырке еще 2 литра. Да, точно. Уксус себе надо записать. Я сейчас иду в магазин купить там кое-что по списку. Так что... Ой. Чуть-чуть дела уже с утра пораньше. Наша мама уже в поте лица работает, а кто-то еще в поте лица отдыхает. Да, Михаил? Да, вот я отдыхаю, жду пока. Ну, уже готов на боевом посту. Вот он, этот гигант мысли, отец русской демократии. Хитрец. Ладно, Михаил, пойду я тебе вот телефончик на. Сегодня опять на велосипеде немножко по району проеду, покажусь, что вокруг показываю. То есть стройка здесь идет, тут молодцы ребята, работают. Здесь вот куча машин теперь стало стоять на этой парковке, которая была пустая все лето. Это парковка возле колледжа туристического. Вот. Что тут еще такого? Вот дяденька какой молодец. Дяденька молодец, в 2 великах едет. Так, ну я чуть-чуть проедусь до Мигроса. Сейчас прям начало утра, 9 утра сейчас время. Магазины только открываются, они все с 9 здесь в районе. И рабочий день везде сократился, в магазинах был до 11. А вот где-то в сентябре мы прозевали момент, когда это произошло. Стал рабочий день до 9 везде, во всех магазинах. Кроме Мигроса, по-моему, Мигроса до 10, кажется, работает. Остальные все до 9. Этот А101 говорят, что закроется скоро. Ну, пока что еще работает. Все вот здесь товары все на улице у них. Когда это будет, не знаю. Поеду дальше. А101 проехал. Едем дальше. Здесь вот у нас на этом повороте Шок. Направо, если повернуть. Там вот знак висит на столбе, если видно. Ой. А впереди Мигрос, Бим и еще один Шок. Едем потихонечку. Здесь у Мигроса вот такой мелкий игрун, лохматый, играет с листочком. Со мной еще сыграть хотел. Сейчас догоню. Сейчас догоню. Ладно, я сейчас лучку возьму. Вот здесь на улице сразу и пойду дальше. В Мигросе, в мясном отделе. Это, конечно, красивые нарезанные. Не знаю, что это, такие кругляши. Но я вот это возьму, донат контрфиле. Баранина, вот такое мясо. Жилки здесь, правда, есть. Вот. Ну,
Birki olsun değil mi? Birki. 1 кило. Так, народу очень мало. Время сейчас буквально полчаса начала рабочего дня. Сотрудник в мясном отделе предложил сразу срезать жилки и порезать на кусочки, так сказать, мясо. Вот. Оля сейчас все равно будет резать, поэтому пускай порежет. А эти жилки все равно выбрасывать, как говорится. В Мигросе прикольная такая штука продается. Ретро-радио. Bluetooth, FM радио ловит, AUX ход работает и USB. Можно включить сюда флешку и в этом ретро-радио слушать современные мелодии. Сколько стоит, непонятно. Что-то тут вывески как таковой нету. Только на кассе. Теперь я зашел в Бима. Печеньки какие-то по акции продаются. Можно попробовать. Пропис. Любим мы такие, знаете ли. Томаты, арбузяки по 0,95. Но это мы не будем брать. Так, мне надо зеленуху. Мне надо попытаться найти зелень. Кстати, лук на посадку, видите, продается. Здесь среди многоэтажек он особенно смешно выглядит. Так, а больше нет ничего здесь про зелень. В принципе, можно уходить уже из Бимки. Все, наверное. Что тут еще больше нет? Миша-линейку. Я еще хожу в Миша-линейку. Во всех магазинах есть все. Циркуль, который измеритель даже нашел я. А вот найти нормальную линеечку, ну даже маленького размера, нет вообще такого. Поэтому я тут уже это самое. Я пока еще не научился, как по-турецки линейка. Но скоро научусь. Потому что в любом случае надо ее как-то где-то взять. Подставка под телефон. Интересная штука какая. На розетку так делаешь, туда телефон кладешь. И круто, конечно. Насколько все просто, насколько... Блин, что-то здесь в магазине сахар рассыпан, по-моему. Я иду как по пляжу. Вряд ли это из меня сыпется. Потому что... вот пошли опять школьные принадлежности. Карандаши, ручки, все это здесь есть. А вот линейку я пока не нашел. Тетрадочки всякие. Корректоры вот есть тоже. Такие вот штучки есть, не знаю, что с ним делать. Покрупнее, помельче, видите. Простые карандаши. Цветные, разноцветные. Обложки, эти вкладыши. А вот линейки не вижу. Как ее хотя бы показать, как ее назвать, тоже не вижу. Блин, здесь походу тоже пролет с линейкой. Михаил вчера сломал ее и остался без линеечки. Ладно, пойду тогда я все. Ничего тут больше посмотреть мне. Ничего больше тут не заказываю. К нам приезжает молочник прям домой. Ну, женщина где-то там в горах они живут, а потом привозят прям нам и друзьям, и еще наверняка кому-то молоко. А здесь вот возле комплекса стоит вот такая вот микроавтобус, в нем бочка с молоком и также яйца еще. Вот, я сейчас мимо проехал, просто неудобно было снимать людей. Вот стоят люди в очереди за молоком и яйца тоже домашние. Еще один магазин в этот раз. Ой, здесь тоже. Такую штучку я себе купил сейчас. Хотел вот такую, но такую что-то у них там не было в наличии.
Так, ладно, пойду я в консоварке посмотрю, Миша, и зелень. Куча кошек. Как вы думаете, что здесь продают? Правильно, рыбу. Такие вот машинки подъезжают и продают рыбу. Так, как Плюшкин собрал все чеки, пришел домой. Сейчас расскажу, что тут понапокуплено. Так, вот эту штучку я купил. Это для подбритья и так далее. В общем, это... Кто знает, триммер это называется. Стоит она... Сейчас тут акция на нее 14,95. Дальше... Что здесь у нас в этом чеке? Это в Шоке я покупал. Там же я покупал вот эти поменьше пакеты 40 на 50 за 4,25. Вот эти побольше за 5,90. И салфетки. Олег, дашь салфетки? Ну, стандартная пачка салфеток, 200 штук. 3,50. Вот такие салфетки. Спасибо. Можешь обратно положить. То есть вот 13,65. В Шоке оставили. Это Бимка. Вот по 6,45 вот эта печенька. Там акция на него. И больше всего денег оставил 141 лиру в Мигросе. Вот эти огурцы по 5,29. 430 грамм. 982 грамма вот это мясо. Его говядина, его не только взвесили, еще и порезали на такие пластинки. Дальше лук по килограмм. 3,75 лука. Вот он здесь. 3,75 стоит? Нет, 3,25 стоит. 3,75 килограмм вес. А мы же по рубль 25 брали. Такова жизнь. Вот эта бутылка уксуса 2-литровая. Где она стоит? 9,95 она стоит, 2-литровая бутылка. И салфетки. 2 хлеба. 2 хлеба по рубль 50. Вот 2 хлеба. И я не вижу еще одной суммы здесь. Вот вверху они посчитались. Вот они. Мигрос салфетки. Вот эти салфетки мы покупаем по двушке. 10 лир еще. Вот это все. Покупки в этом за сегодняшний день. Так мало, а потрачено достаточно. Мясо сколько за килограмм? Сотка, 105. 105 за килограмм, 105 за килограмм, да. Ну вот считай, 900 рублей за килограмм говядина стоит. Вот, Михаил. Представляешь, как дорого стоит здесь мясо? Надо трудиться и еще раз трудиться. Ну что, друзья, приятного аппетита, Алексей. Алексей метнулся быстренько в магазинчик, принес мне вот такую шикарнейшую говядинку. Сейчас покажу вам, я уже все нарезала. Сегодня кукси готовлю. Друг нам достал бариллу номер 1. Вот, и сказал, что хочу попробовать твое блюдо из бариллы. Готовлю кукси для наших друзей турецких. Огурчики здесь, капусточка, все подготовлено. Вот, и что я вам хочу сказать, Алексей? Расскажи свои ощущения. В общем, нас в добровольно-принудительном порядке уже шантажируя. Мы с Алексеем долго думали, почему так происходит, и сделали вывод, что все-таки это беспокойство о нашем здоровье, да, Леш? Ну да, в принципе. Нас уже вчера начали друзья шантажировать, что иначе мы не сможем с вами общаться, если вы, не дай бог, вы в зоне риска. Мы-то привитые, говорит, а вы-то не привитые. Если вы, не дай бог, заболеете, то сядем на карантин и вы, и мы. Едим чуть не с одной тарелки. Поэтому, говорит, мы с вами не сможем так тесно больше общаться, если вы не сделаете прививку. Алексей решился. Я себя немножко плохо чувствую. Ну как плохо? Я себя уже лучше чувствую, но слышите, голос еще осипший. Вчера меня знобило, поэтому я не стала записываться. Ну, хотя бы чуть-чуть немножко восстановлюсь. Вот. Что Алексей хотел сказать? В принципе, ты сказал. В принципе, я почитал отзывы за то, как люди делают себе эти прививки. Вроде последствия, те, которые производителям заявлены, возможно, у некоторых людей бывает. У наших друзей сказал, что у жены чуть-чуть было. Рука болела. Рука болела, это вот говорится. И у него ничего не было. Так что проведем эксперимент на мне, на ком не жалко.
А потом популярного блогера привьем. Да, в Турции делают с 15 лет, по идее, Олега тоже можно привить. Можно или нужно. Миш, давай быстрее убирайся, время Туристов тянешь. Это платная услуга, можно за деньги. Нет, они сказали в Новосити бесплатно. Идешь и в торговом центре бесплатно. Что ты дезинформируешь? Даже бесплатно для туристов. Единственное, там сертификат дадут, не дадут. Должны Да, дать. должны дать, конечно. В общем, да, уже прям нас за шкимок вчера пришел друг с компьютером, взял за шкимок и говорит, быстро ваш кимлик и паспорт от этого госуслуг. Мы ему дали кимлик и паспорт. Нет, не паспорт, а этот паспорт, пароль. Но Алексей свой кимлик дал, а пароль забыл. А я свой кимлик даю, пароль даю, короче. В итоге он заходит в личный кабинет и говорит, завтра. Я говорю, нет, давай, говорю, на следующей неделе меня запиши. Нет, только завтра. А что, не было даты на следующей неделе? Там дата сразу завтра. Только завтра. Я говорю, завтра я не могу, я себя плохо чувствую. Ой, все, он говорит. Это говорит... потом Алексей. Ой, я вроде вспомнил свой пароль. Ну все, говорит, это говорит, последний раз. Это последний твой шанс. Короче, в итоге, взяв вот так нас за шкимок, сказал, под дулом пистолета все равно пойдете, да? Я, говорит, вас все равно, говорит, пойдете. Миш, не надо, сломаешь дверку. Хватит, докуда достаешь. В общем, записал насильно Алексея, а я сказала, ну дайте мне немножко выздороветь. Показала, что я вот тут медикаменты принимаю, афлубинчик здесь у меня. Кстати, друзья мои, я знаю, русскоговорящие у нас есть в Турции. Напишите, что вот вместо алфлубина в Турции можно принять. Он стал вчера в интернете смотреть, друг наш, сказал, что анаферон. Я не хочу анаферон. Анаферон это все-таки противовирусное. Афлубин это все-таки не противовирусное, а иммуностимулирующее такое. Я не знаю даже точно, какую он функцию несет. Ну, афлубин, короче, это не противовирусное, а анаферон противовирусное. Какой аналог афлубина есть в Турции? Также я пью от сухого кашля Омнитус. Омнитус тоже у меня вот этот только флакончик небольшой. Что взять от сухого кашля? И я еще пью витамин С вот такой. Я ему показала, что вот я сижу на медикаментах, меня не надо записывать. Он говорит, no problem. Я говорю, yes problem. Не надо, говорю, меня пока записывать, сейчас, еще вообще слягусь. Правильно, если я и так себя плохо чувствую, мне еще тут ковидные эти антитела зафигачат, нафиг мне это надо. Потом я Лешу спрашиваю, Леша, это точно? Ты точно решил? Это точно твое, не его решение? Леш? Видишь, она какая история. Эта вся ковидная байда, она не заканчивается. И мы прошлый год весь, как говорится, проносила, всегда ходили в масках, как-то что-то. Пока до этого стоматолога не дошли. Пока не дошли до стоматолога и вот так вот заболели. Поэтому фиг его знает, до чего дойдем в этом году. И, в принципе, он правильно говорит, если сейчас мы здесь заболеем, это будет очень большие проблемы. Они здесь лечить-то все равно лечат, насколько я понимаю, но потом надо будет эти счета оплачивать, если заболеешь. Ну, смотря какая форма будет. Если такая, как у нас в России форма, лежи и пей эти противовирусные с витамином С. И чем еще? Витамин D. Да. И все. Смотря какая форма. Конечно, если форма сложная, там, где нужна, вот непосредственно уже там всякие ИВЛ, и капельницы, то, конечно, так будет очень-очень печальная картина. Ну, короче, ты готов, да? Ты созрел. Ну, в принципе, да. Я за российскую Здесь зрители. вакцинку все-таки до сих пор никого не призываю. Как кто-то нам сказал, говорит, там ничего страшного, это просто прививка от гриппа. То есть, по сути, да, это, скорее всего, там никаких результатов она не даст, ни положительных, ни отрицательных. Это прививка российская. Но здесь мы будем прививаться BioNTech или Pfizer. Торговая марка, я так поняла. Производитель BioNTech, торговая марка Pfizer. Или наоборот. По-моему, BioNTech это... Я прочитал, что это название компании BioNTech. Кстати, она германская, но
из троих собственников двое турков. Ну, в Германии же много турков. Что ты удивляешься прям? Ладно, Алексей готов. Короче, сегодня в 2 часа, буквально через 3 часа он пойдет на прививку. Я пойду на прививку чуть позже. Ну, как бы я изначально, когда самый первый раз еще просто нам задали вопрос, еще нам не навязывали. Вчера нас прям под дулом пистолета заставили, конечно, записаться. Вот, но когда первый самый раз нам сказали, что вы получили ВНЖ, не хотели бы ли вы сделать прививку? Это бесплатно. Вот, а мы сказали, что нет. А сама я уже Лёше озвучивала, что они-то уже в возрасте, если, не дай бог, мы, наши дети принесут им, и они войдут в те 2-3%, которые после прививки заболевают, то это, конечно, будет очень печальная история, и если в этом будем виноваты мы, то я себе не прощу. Ну, как бы. Не общаться из-за того, что мы не привиты, это тоже как-то неправильно. Мы с ними так уже сроднились, что она, что он к нам так относятся, как родители. Даже, я бы сказала, что мои братья к нам так не относятся, как они. Правильно? К нам только так родители относятся. Правильно, Лёшка? Все что-то подарить хотят, все полотенца она мне какие-то постоянно какие-то задаривает, да? Ну, даже не про подарки, а про отношения вообще, про отношения я говорю. По поводу вакцины, я все думаю, я вчера дал статью, я не прочитал ее, кстати, надо на компьютере почитать ее. Он тебе скинул статью какую-то? Угу. По поводу, ну, статистика какая-то. На турецком? Вчера есть. Просто ладно. На турецком, да. Вот графин, вон стакан, налей. Я еще потеряю. Ну, ладошки сполосни. Миш, вообще-то я видео записываю, пришел тут, вставил свои 5 копеек, нормальный вообще? И чё? На турецком ты должен переводчиком. Да, типа того. Но я вчера, пока искал информацию, я нашел про много отзывов от этой прививки, вакцины из Украины. Там ее можно сделать, ну, в общем, можно сделать, там, она там делается. И, естественно, отзывы все по-русски, почитал я там отзывы. В принципе, нормально все переносят, и женщины, и мужчины. Для тех, какие возможные эти варианты, так то и происходит. Там может рука болеть, может незначительно температура подняться, там 1, максимум 2 дня. Вот. И больше ничего там никаких нету. Мочить нельзя, это место. Ну это понятно. Ты скажи, после прививки умирают люди? Нет, такой статистики нету. И самое, в принципе, он вчера правильно сказал тоже, я уже тоже по этому поводу думал. Израиль 85% населения привил этим Pfizer'ом. Этим Pfizer'ом. Да, 85%. Почти. Гульчика Бекназарова, напишите, вы привились Pfizer'ом? Я думаю, что привился, что она работает в больнице. Больнице, там, да. Она с людьми, им самый, так сказать, передовая. Ну, напишите тогда свое мнение, как вы вообще относитесь, считаете и так далее. И они же вообще планировали 100% привить. Я не знаю, что не хватило вот этих 15% им допривить. Ну, это Вряд ли такие, денег. как мы, Светлана, Пауль. Она тоже категорически не приемлет эту принудительную прививку. Ну, мы знаем, что наши друзья вообще сказали, что они купили эту справку о том, что они привились. Наши российские друзья. Российские друзья, да. А то ты начал про турецких и говоришь Нет, тут же, российские что... друзья. Ладно, друзья, в общем, все, Алексей позавтракал, сейчас пойдет мне зелень купит, потом ему еще надо детей на море отвезти, и к 2 часам успеть еще на прививку бегать. Короче, дело еще не в проворот. Да, так что давайте, здесь некогда, я тоже буду делами заниматься, он у меня все подготовлено, надо готовить.